Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад на неделю с 29 июля по 4 августа. Давайте узнаем, каковы события ближайшего будущего. Что в эту неделю, как видит эту неделю карты Таро. И у нас сегодня колода карт добра. Давайте посмотрим, как, в каких энергиях будет проходить эта неделя для вашего знака зодиака. Кого интересует планетарные гороскопы, я приглашаю на свой сайт. Есть там и статья, именно гороскоп для всех знаков зодиака до конца 2024 года. Можете посмотреть. Есть и почитать. Есть и ежемесячные гороскопы. Есть и статьи по психологии разные. Одним словом, ссылку в описании я оставляю. Там несколько будет ссылок. Переходите, интересуйтесь, читайте. Надеюсь, что-то вы на моем сайте найдете для себя интересное. Мы же идем вперед. И если мы спрашиваем, что на этой неделе, чем она для нас будет богата, чем она или каким образом будет добра к вашему знаку зодиака, то тогда что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Какие энергии? Что? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Смотрим энергии. Дела, работа, бизнес. Даже если вы не работаете, но все равно чем-то же вы занимаетесь, чем что-то вы делаете. Энергия денег на этой неделе. И личная жизнь. Что важно знать? Четверка огня. Праздник после победы. Прекрасная карта. Во всех колодах Таро четверка огня – это как наша уверенная позиция. Это карта якоря. Это карта как и радости, как и эмпатии. Когда у нас что-то получается для себя сделать хорошо. Когда в целом мы уверены в сегодняшнем дне. С уверенностью смотрим в завтрашний день. Может быть и какие-то известия, новости очень благополучные, которые улыбок на лице вам добавят. Есть в этой карте еще, знаете, как гармония, исцеление. И для тех, кто, может быть, сейчас проходит какой-то курс лечения, или вы занимаетесь здоровьем, вот здесь что-то пойдет на подъем именно. Когда улучшается ваше самочувствие, приток жизненной энергии, жизненных сил – ну и какой-то праздник все равно будет присутствовать. Неожиданности. По королеве огня что-то вы можете тут задумать. И это карта сотрудничества, это каких-то взаимных договоренностей карта. Подразумевается дружба и, безусловно, страстная карта, потому что королева огня. У кого-то это может означать конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихия огня. Овен, лев, стрелец или имеет там асцендент. Или вы сами где-то в таких энергиях будете продумывать свою дальнейшую стратегию и тактику. Есть такое значение, пусть не в этой колоде, но в других, добавим слегка, когда мы о своих планах не говорим, когда мы должны правильно какую-то информацию для себя либо прояснить, добавив новые какие-то сведения, либо когда мы должны обдумать, принять какое-то важное решение. Может быть, это решение связано конкретно с человеком. Но огонь у нас еще как бы энергетика олицетворяет ваши деловые вопросы или вашу работу, и денежный эквивалент тоже. Вот вы можете как и по работе что-то тут обдумывать, тут у каждого по-своему, или что вы хотите осуществить, какую-то и денежную стратегию, тактику, и у вас уверенная позиция, или же у кого-то это могут быть вопросы личной жизни. Вот совершенно разные такие направления, но это не есть карты неожиданности, разве что человек какую-то информацию вам скажет. Чему сейчас не время? Не время какой-то конфронтации, не время, знаете, как, возможно, какой-то выбор делать. Или ставить что-то под сомнение. Ну, в конечном итоге создавать самим себе какую-то ситуацию или состояние выбора. Не время что-то анализировать или где-то быть
таким, знаете, замкнуто холодным, подозревать кого-то в чем или думать, что меня обманывают. Вот такой вот момент. Не время, в принципе, каким-то жестким энергиям, я бы сказала еще так. Не время где-то, вот именно в этой колоде нам могут говорить, не время видеть в каком-то вопросе тупик. Ну вот если мы говорим конфронтацию или что-то ставить под сомнение и создавать себе самому ситуацию как будто выбора. Так вот, по этой карте не время что-то становить на паузу именно из-за того, что вдруг к нам пришли сомнения. Это неделя оптимизма, мои дорогие. Что же вам помогает? Давайте узнаем. Шестерка воды. Тут какая-то может быть история личная жизни. По этой карте, да, безусловно, есть ностальгия. Но о чем нам хочет сказать карта? Вам помогают люди проверенные, надежные. Какая-то личная история, которая для вас важна. Те люди, которые вас любят, те, которые к вам относятся с такой глубокой эмпатией, где нет материализма, нет какой-то меркантильности. Да, помогают, может быть, и прежние воспоминания, или вот те воспоминания, которые больше характеризуют состояние души, когда мы хотим быть счастливыми. И это правильное направление. Может быть, это какие-то как раз и есть договоренности по части личной жизни, или вы будете принимать в личной жизни какие-то решения. Что скрыто? Король огня, карта духовного лидера, карта харизматичного лидера, может свидетельствовать о том, что, кстати, у нас ведь выпало, посмотрите, пусть это в разных позициях, но у нас выпала пара. И поэтому, мои дорогие, может быть, в вашей личной жизни вам нужно договориться с вашим партнером, но вы видите как будто разные точки соприкосновения, взаимодействия или разные методы. Но самое главное, вы в одной энергетике выпали, значит, вы смотрите в каком-то одном направлении. Поэтому даже если вы, мои дорогие, с вашим партнером в каких-то вопросах расходитесь, вы все равно смотрите в одном направлении. Какая-то пара или какая-то личная история здесь может быть, вот, к примеру, если до этого вы были в ссоре, вы можете помириться. И тогда что скрыто? Может быть, это вам нужно сделать первый шаг. Или, ну, где-то уйти от какой-то конфронтации. Может быть, и так, по крайней мере, попробовать. По этим картам, всем, которые уже выпали, я могу сказать, что вот этот духовный лидер, он ведет за собой. Почему я и сказала, что вы где-то будете играть первую скрипку. Это что скрыто. Конечно, мы можем подразумевать, что это кто-то от нас что-либо скрывает, но я не вижу того, чтобы кто-то строил какие-то козни или кто-то пытался вам чем-то навредить. Давайте я достану еще одну карту. Что это? Карта двора, по сути. Вот интересно, карта башни. Вы знаете, вы можете оказаться в такой ситуации. Вот почему двойка воздуха вам выпадает. Вы можете как раз оказаться в такой, повторяюсь, ситуации, когда вы в себе не уверены. И тогда карта нам говорит, вот не надо увеличивать как будто эту энергетику неуверенности. Потому что по аркану башня, да, может быть какая-то ситуация в отношениях или по части бизнеса, работы, когда вы не должны куда-то, безусловно, поторопиться, но и себе помешать каким-то глубокомысленным анализом. Нам говорят, вот все то, что есть в действительности, оно есть и на поверхности. Твоя задача увидеть. И если, предположим, какие-то вопросы вас, ну, как сбивают с толку, по аркану башни проходит опасность именно в этой колоде, то тогда не уйти от какой-то опасности. Может быть, тогда нам король огня и говорит, вы не должны рисковать собой, если мы про духовного лидера. Или если решается вопрос по отношениям, нам ведь уже сказали, нет места меркантильности. Значит, нужно решать с позиции того, что вы чувствуете. Не того, что осязаемо, а того, что надежно, то, что искренне. И тогда вот эта башня, она не состоится. Да, у кого-то может быть
и конкретно вопросы, связанные с переездом. Но так, чтобы подвести итог, мои дорогие, у вас сейчас действительно сильная позиция. Но есть и еще какие-то вопросы, я бы сказала, по части личной жизни, когда вам нужно что-то прояснить. Вы для себя как будто сами эту башню не должны инициировать. Вы знаете, для кого-то это может проиграться полная смена парадигмы. Вот есть такое значение в этой колоде. Могут быть какие-то внешние события, которые вас заставляют делать правильный выбор. Давайте посмотрим дела, работа, бизнес. Прекрасная неделя. По тузу воды, посмотрите, нам изображен морской конек. Достаточно редко встречающийся символ, но тем не менее это символ благополучия, изобилия, процветания, новых возможностей. И в этой карте он как раз прорисован, потому что что-то у вас по работе стремится пойти в гору или какие-то новые возможности. Для кого-то из вас это может проигрываться как решение действительно вопросов по части ваших взаимоотношений, когда была какая-то дружба, шестерка воды, и вы решите перевести ваши отношения на новый уровень, может быть, оформить. И тогда, с учетом туза воды, вы будете узнавать, как это сделать. Или просто заниматься этими делами, вопросами совместного проживания, или делать более комфортным свое жилье, или продумывать, где мы будем жить. Если это вопросы по работе, у нас первые карты выпали, это могут быть решения успешные, как по части финансов, ваших заработков и дальнейших каких-то перспектив по работе. И здесь у каждого свои амбиции, но по тузу воды амбиции как раз сбываются. Здесь, как, знаете, пытается судьба вам помочь. Это, знаете, мечта, вот есть такое значение, она возможна. И по тузу воды мы как будто эту мечту или то, вот как ностальгия, о чем мы мечтали раньше, может быть, теперь мы воплощаем в жизни. Это еще и одновременно карта смелости, свободы и новых дальнейших перспектив, когда мы полны радости. Все же это туз воды или туз кубков, это чувство наполненности. Финансы, семерка огня. А тут вы будете, возможно, рассматривать, как правильно распределить финансы, а для кого-то из вас, у кого свой личный бизнес или какое-то творчество, каким образом я могу больше заработать денег. Именно больше перспективы, ваши какие-то инсайты или ваши планы на дальнейшее будущее. Вот не совсем с позиции сегодняшнего времени. Сегодня нам сказали, деньги есть, деньги будут. Если мы про финансы, да, где-то не рисковать, просчитывать, безусловно. Но по семерке огня это мы слегка притормаживаем, чтобы найти недостающую информацию, как лучше либо развивать свое дело, либо если у кого-то купля-продажа недвижимости, переезд, каким лучше образом это осуществить. По этой карте мы ищем информацию, мы где-то, готовы и парировать, мы готовы обсуждать какие-то вопросы. Это карта настойчивости, личных рекордов. И карта нам говорит, что мы можем видеть как-то по-своему траекторию зарабатывания денег. Это мы остаемся верны самим себе. И по этой карте свой путь. Может быть, это касается еще для кого-то из вас такой ситуации, когда у вас было две работы. Или вы предполагали, я хочу работать на себя. Может быть, и были какие-то прежние шаги. И тогда с учетом всех карт кто-то из вас на этой неделе может как раз отказаться от хождения в офис, и вы выберете работу на дому или работа на себя. Или вы можете выбрать какой-то вторичный доход. Или вы, наоборот, будете искать информацию, как добавить дополнительный доход. Что-то здесь по деньгам совершенно в другом ракурсе. Вы этого хотите, и все зависит от ваших желаний, что вы себе поставите. Но желание самое главное.
изобилие, процветание. Вот оно присутствует. Но каким образом это осуществить? На практике вы будете раздумывать, примерять как будто на себя, получится или нет, просчитывать, может быть, математически. Личная жизнь, королева воды. Ну вот не случайно у нас еще и шестерка воды вверху. Это карта близких людей, это карта взаимодействия, это карта ваших собственных энергий, когда это, ну, где-то мы можем заботиться о самим себе, о самих себе. Это карта приятных эмоций, сострадания и самодоверия, когда мы чувствуем надежную защиту и безопасность. Чтобы подвести итог, могу сказать, продуктивная неделя. У кого-то здесь будут решаться очень основополагающие какие-то моменты для дальнейшего прогресса. Вам есть от чего оттолкнуться. И просто активность у кого-то будет больше по решению вопросов личной жизни, у кого-то по части финансов решение тоже благополучно, или, может быть, если были какие-то как финансовая брешь или недостаток финансов, вы здесь можете, есть возможности изменить кардинально ситуацию. Может быть, это через смену работы или через смену вашей занятости. А для кого-то из вас это сама по себе прибыль, если вы занимаетесь творчеством или уже работаете на себя. Новые перспективы от начала до конца в вашей жизни на этой неделе. И радость, наполненность, уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Ну и внимание, все-таки 16-й аркан, оно предусматривается. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.